Теперь мы должны сделать набивку ног. Значит, вот с 4 ногтями. Это передние ноги. Вырезаем из любого пластика кружки диаметром вот по ступне. Я брала жесткий пластик, вот очень жесткий, и вырезала кружочки ножницами. Так, вставляем. Так, вставили, да? И дальше, поскольку слон у нас очень большой, по крайней мере у меня, и дальше я насыпаю в ногу гранулят. Вот, я покупала на Озоне, он очень мелкий, стальной. Ну, примерно где-то чайная ложка. Вот. Чайная ложка. В передние ноги. А в задние ноги насыпала гранулят 2 чайные ложки. И потом вставляем наполнитель. Если у кого нет гранулята, можно в охотмагазинах, в охотничьих магазинах купить дробь. Вот, есть 3-миллиметровая, 1,8 килограммов. А есть дробь 5-миллиметровая, тоже 1,8 килограмм в одной упаковке. Так, ну что, значит, наполняем голову, наполняем туловищем. Не забывайте, что у вас тут форма идет. Кстати, что хочу сказать, поскольку проволоку в ноги я не вставляла, ноги набиваю очень плотно. Так, пришила я 3 ноги, вот, 2 задние, здесь 3 ногтя. И пришила 1 переднюю, 4 ногтя. И вот осталось последнее. Значит, как я вам говорила, между вот этими маркерами пришиваем. Мы здесь с вами отмечали эти ряды. И вот здесь на животе между ними где-то 1, 2, ну, 3 столбика. Так, здесь примерно тоже 3 столбика вверху, в передних ногах. И между маркерными нитями пришиваем, раскладываем. Теперь смотрите, прикололи булавками, но отступает нога, да? Лучше всего иметь маркер по ткани. Не ручку, а маркер по ткани. И вот так прижать, и маркером обвести. И в этих местах сшивать. Ну, я без маркера тоже вот так придавливаю и пришиваю. Так, пришиваю вот такой иглой. Почему такой? Потому что ею для меня очень удобно. Так, берете где-нибудь такое место подходящее. Вот. Так, как я шью? Захожу в петлю. И вот смотрю, какой столбик рядом. Так, у меня сейчас руки скользкие. Так. И в следующую.
хвост потом заправим, не убираем. Так, придавливаю. И в петлю. И так пришиваю. Ну, можно, кто как может, так и пришивает. До тех пор, пока ногу не пришьете, булавки не вытаскивайте. И вот дальше смотрите, корректируете, где-то что-то подправляете. Можно вот так еще булавки вообще вот в последнюю петлю вставить, чтобы вам точнее было. Вот сначала так поставили, прикрепили, а потом вот поточнее. И пришиваете. Что хотелось бы сказать? Прежде чем пришивать голову к туловищу и набивать тело наполнителем, нужно вот эту часть, где проходит маркер, выровнять. Вот я этого не сделала, теперь тяжело. Вот, значит, до набивки, когда вы тело связали, выровняйте. Потому что у нас петли все равно перекашиваются. Вот. Сделайте, чтобы по центру все было, потому что нам нужно будет хребет здесь делать. И только после этого набиваете, затем прикладываете голову, находите вот центр маркер и центр головы и пришиваете. Так, ну пришивать я буду, скорее всего, вы там уже сами определитесь. Вот за внешнюю полупетлю, не за всю петлю, ну можно за всю петлю попробовать. Все-таки голова. И здесь за всю петлю. Попробуйте так. Если будет сильно виден шов, значит берите полупетлю здесь. И с этой стороны, с головы тоже полупетлю. И будет целая петля у вас. Скорее всего, я так и буду пришивать. Так, что хотелось бы сказать. Чтобы аккуратно пришить голову к туловищу, посчитайте петли в последнем ряду в голове и в туловище. Вот у меня по последнему ряду в туловище 69 петель. Так, это по кругу в туловище. А в голове по кругу 76 петель. Значит, получается 7 петель в голове лишние. Вот. Находим центр в голове и центр в туловище, соединяем. И далее сшиваем трикотажным швом, или он называется еще петля в петлю. Вот. И убираем 7 петель. Но это в моем случае. У вас может быть по-другому. И тогда у вас голова четко, равномерно пришьется к туловищу. Далее что? После того, как вы пришьете, поправьте туловище, раскрутите его, посмотрите, чтобы у вас вот этот маркерный шов, хребет, шел по центру. Так? Если этого не получится, вот здесь со стороны хвоста у нас все шло ровно, когда мы вязали по кругу. Далее берете иголки и выравниваете. И выравниваете вот этот хребет. Вот. Вставляете иголочки, булавочки.
И затем маркерной нитью прокладываете новый шов. И сейчас мы с вами будем оформлять хребет слону. Так, дальше что делаем? От хвоста до вот этого бугра с двух сторон от маркерной нити устанавливаем булавки. Значит, расстояние здесь 2 столбика с одной стороны, 2 столбика с другой стороны. И так идем вниз до хвоста. Единственное, вот здесь сужаем. Здесь 1 столбик и здесь по 1 столбику. Так, теперь берем иголку с ниткой и сшиваем те места, где маркерные, где булавки. Так, желательно не пропускать. Вот. И теперь в ту же петлю. Так. Теперь вот где булавка. И в ту петлю, откуда вот у нас нитка вышла. Чтобы не забыть, откуда нитка вышла, оставляйте петлю. Так, теперь следующую. И сюда. Вот, теперь эту петлю можно затянуть. И стягивайте немного, сильно не нужно стягивать. Вот, менее более так стянули. Так, сюда. И вот у нас тут булавка. Вот сюда, по-моему, попала. Да, вот сюда. И откуда нитка вышла. Так. И подтянули немного. Петлю оставляем. Следующую. И откуда нитка вышла. И подтягиваем. Все. И так шьете до конца вашей отметки. Теперь я вам расскажу, как крепить уши. Значит, уши немного загните. Как бы вам примерно объяснить, чтобы... Вот если прямые ряды, вот видно. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот 7 столбик вот так загните. Так, и внизу оставим сколько. Значит, тут у нас обвязка. Так, 1, 2, 3, 4. В 5 вставляем иглу. Вот. Ну, примерно так. Посмотрите, посчитайте, кому как удобнее. И затем я буду сшивать опять вот такой же фигурной иголкой. Так, пришили уши. Вот, видите, как изгибаются. Теперь нам нужно сделать утяжку глаз. Немножко, совсем немножко. Для этого
нужно иметь иглу для амигуруми. Вот она длинная такая, тонкая есть. А есть толстые иголки. И причем они вот с тупым концом. Заводим иглу снаружи, вот отсюда. Вот. И выводим на другой стороне. Вот так. Вот. И теперь можно один столбик пропустить и опять на другую сторону. Так, теперь слону свяжем веки. Провязываем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одну петлю пропускаем. В следующую вяжем соединительный столбик или соединительную петлю. Затем 7 столбиков без накида. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В последнюю петлю соединительный столбик или соединительная петля и набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и соединяем в круг. Так, нитку отрежьте, чтобы можно было пришить. Так, получается верхнее веко, нижнее веко. Если у кого-то у слона получились глазки маленькие, можете изменить количество воздушных петель внизу и количество петель вверху. Уменьшить или увеличить. Так, берем слона. Вот так прикладываем. Так, примеряем. И булавками накалываем. Затем берем иголку и оставленной ниткой пришиваем. Ну и теперь сделаем кисточку на хвосте. Заправляем нитку в иглу. Вставляем в хвост. И вот где-то повыше протягиваем. Так, выравниваем более. Потом мы их подрежем, потому что такие длинные они не будут. И теперь закрепить нужно нитку. Вот так. На один ряд выше и сюда. И еще раз. Вот, и теперь нитка эта не выдернется. Значит, на кисточку можно ориентировочно 10-12 ниток. Мне кажется, вполне хватит.
Ну вот, закончила я хвост, продернула. У меня здесь 14 нитей. И обрезала на расстоянии примерно 2,5 сантиметра, можно чуть поменьше. Ну и вот такой мотив на голову слону. Сюда можно камень какой-нибудь или украшение пришить. Чтобы не свалилось оно, можно по периметру пришить к голове слона. Ну вот, довязала я слона. Конечно, помучилась я с ним, но он того стоил. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.